Я приветствую вас, представители знака зодиака Рыбы. Таро прогноз. Февраль 2025 года. Первые вестники перемен. Ключевые события в вашей жизни. И у нас сегодня две колоды, на которых мы будем рассматривать альтернативные варианты развития событий. Это первая колода Таро ангелов, ангелов-хранителей. И вторая колода, которую прорисовала великолепная художник, таролог, психолог с большим стажем Колет Барон Рид. Это колода добра. И мы на колоде будем дополнительные карты доставать, если это необходимо, к первым раскрытиям этих событий или того, что предполагаемо может произойти. И как раз в феврале мы можем прийти к выводу, что на самом деле в нашей жизни есть что-то непознанное или необъяснимое, но тем не менее какая-то реальность, она входит в нашу жизнь. И мы можем быть, кто-то из нас, как фаталист, а другие, наоборот, ни в судьбу не верят, ни в высшие силы. И тем не менее, пожалуй, февраль может сломать наш какой-то прежний стереотип или шаблон. Вокруг нас может обстановка тоже меняться. Это происходит за счет того, что планета Уран находится в знаке зодиака Телец, продолжает находиться, но это уже не ретро-движение, а как раз с февраля месяца это прямое директное. И ломка шаблона своего рода на самом деле происходит. Уран – это всегда есть какая-то неожиданность, и поэтому астрологически звездное расписание на всякий случай предлагает нам пристегнуть ремни. Пусть это не всех будет касаться, но для кого-то из нас могут складываться такие жизненные ситуации, которые напоминают слепой поворот. Это когда мы вынуждены совершить маневр, но мы пока не видим, что нас ждет за этим поворотом. Или как сложатся ситуации, которые будут впереди. Мы не можем что-то просчитать, предугадать. Вот давайте попробуем, тем не менее, как альтернативный вариант развития событий рассмотреть. И мы достанем первые три карты. Ключевые события, важные события. Или в каких сферах жизни это может проиграться у вас. Давайте рассмотрим. Останемся реалистами, безусловно. Карты не передадут, не расскажут о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время. И какую-то подсказку вы получите. Попробуйте переложить на карты, которые выпали, тот вопрос или проблему, который вас сейчас беспокоит. Итак, ключевые события, важные события в вашей жизни. Три карты. Важное событие в вашей жизни. Четвертая карта у нас будет называться «Неожиданность». Следующее, что вам придется адаптировать или организовывать в вашей жизни. Какие двери, какие возможности в феврале для вас откроются. Чему нужно будет уделить пристальное внимание, по мнению карт, конечно. От чего вы можете отказаться или что вам придется несколько реструктурировать, трансформировать или видоизменить. И достанем карту как совет и откроем ее в самом конце. Итак, что же за ключевые события, с чем это может быть связано? Ух ты! Да тут все ускоряется. Сама по себе, конечно, это старший аркан, карта колесница, она ознаменует какую-то скорость или быстрое развитие событий. Если мы с вами говорим как вообще возможности или первые вестники перемен, то тут как раз перемены сами по себе карты и перемен, и сила желаний, и одновременно победы, мои дорогие. Но она связана с тем, что мы что-то передумываем. Мы меняем, может быть, формат отношений, или отношение к чему-либо, или к каким-то обстоятельствам, или, может быть, и к кому-либо. Такое тоже могу допустить. Какие могут быть события? Старший аркан не передает конкретики, он может проиграться у каждого в своей сфере жизни. Но самое главное – скорость. Это то, что мы не предполагали, а у нас как раз вдруг появляется эта возможность. И сила желаний. С одной стороны, если мы поставили перед собой цель, мы ее обязательно достигаем. Мысль материальна, помните об этом. И поэтому, если правда есть какая-то у вас задумка, вы хотите что-то создать, то если мы размышляем, позволяем себе какое-то время уделять нашей мечте, поверьте, со временем для нас это складывается в какой-то алгоритм, так или иначе. И вот по части, к примеру, о том, о чем вы мечтали, здесь как раз может открыться возможность. И тогда нужно действовать быстро.
Для кого-то из вас эта карта будет лишь говорить о том, что вы, наконец, или, может быть, раздумывали прежде, а здесь вы увидите с новыми возможностями, или будут для этого какие-то предпосылки, переезд осуществить, или, может быть, это было связано с тем, что вы искали работу, которая именно будет связана с командировками. Кто-то хочет видеть мир. Для кого-то наоборот. Вы меняете где-то график работы, он тоже может поменяться. Работали в офисе, а здесь будете работать на дому. Или рассматривать такую информацию. В принципе, сами по себе перемены. И карта нам говорит о том, что не упусти время раз, а второй момент, очень важные могут быть перемены на пороге. Поэтому это где-то и от вас самих ведь тоже может исходить, когда вы на что-то решитесь. Ведь это карта мужества, карта решимости. Нам сам ангел как будто и мчится в этой колеснице и расправил и крылья, и руки. Вам что-то будет нравиться, мои дорогие рыбы и рыбки. И поэтому себе не отказать или не поставить перед собой каких-то табу, что у меня не получится, будет тоже очень важно. Но что-то ускоряется. Вторая карта. Еще один старший аркан, и это аркан влюбленный. По сути дела, это выбор, если мы перекладываем назначение первой карты и соединяем. Для кого-то это конкретные отношения, личная жизнь, ваши эмоции и то, что для кого-то может означать выбор в личной жизни, либо по работе, либо в личной жизни, и может быть переезд в связи с работой или перемещение с учебой, связанное, или с тем, что вы планируете встречу с любимым человеком. Но, опять же, все равно, как и сила желания, так и выбор. И значит, для вас будет из чего выбирать, и значит, есть какие-то возможности. Два старших аркана. Давайте откроем третью карту, мне интересно. И еще один старший аркан. У вас февраль какой-то месяц важных решений. Это карта юстиция, или мы говорим справедливость. И по этой карте всегда существует, и, кстати, в этой колоде карма так и прописана, как судьба. Но существует причина и следствие, и поэтому вы можете вернуться к какому-то проекту. Или действительно у вас была как неосуществимая мечта прежде. Или вы где-то свои мечты спрятали подальше и думали, что нет, это только лишь что-то из разряда неосуществимого. Вот здесь вы увидите, что на самом деле открываются возможности. По крайней мере, вы это будете видеть совершенно отчетливо. Но по аркану карма иногда проходят и те моменты, когда мы, к примеру, если вы поступили прежде как-то хорошо, или вы кому-то помогали, Вселенная, пространство откликается через помощь, может быть, других людей и предоставляет вам возможность. Но есть еще и подведение итогов, поэтому если какие-то моменты в своей жизни вы начали, но не закончили, февраль – идеальное время как раз что-то совершить. Кто-то напрямую из вас, у вас 3 старших аркана, и в целом с учетом аркана юстиция как раз может совпасть с тем, что вы будете обращаться в высокие инстанции, получать какие-то документы, или для получения документов, может быть, сдавать какие-то другие документы, да, так у нас бывает, мы ждем важную бумагу, но для этого мы должны подготовить 10 каких-то мелких, может быть, этим придется заниматься. Для кого-то из вас подведение итогов, ну, кто знает, может быть, и как сдача каких-то экзаменов, но тем не менее, раз выпадает аркан колесницы, значит, по сути дела, прошлый какой-то период завершается, и поэтому какой-то итог вас будет просто радовать. Вы чего-то достигаете, мои дорогие, и это перед вами открывает, ну, как само по себе какие-то новые перспективы. У нас могут глаза разбежаться, вот есть такой момент. Не случайно у вас выпадает старший аркан «Выбор». И нам карта не говорит, что это сделать будет легко. Но поступать по закону, где-то наперед, не нарушать закон, уважать буквально власть, потому что закон тут тоже прописан. И значит, где-то все то, что допустимо и не запрещено, то вам вот в этом направлении, смотря что вы тут себе задумали. По этому аркану может также проходить еще такой момент, когда вам придется обращаться, может быть, к юристам, адвокатам или каким-то людям, которые знают, как решить какой-либо ваш вопрос. Внутреннее равновесие, безусловно, всегда присутствует, весы, баланс.
Значит, вы можете, или кто-то из вас, выбор как по отношениям будет проходить. И помните, весы, баланс, он будет достигнут, когда равная доля, положенная на одну чашу и на другую. Не должна быть какого-то перекоса или дисбаланса. Давайте я достану дополнительные карты на колоде добра. И конкретно, что это может быть. Может быть, вот если аркан колесница, и действительно, как новые какие-то предложения могут приходить на ваш порог. Или, может быть, это связано по работе, или буквально с перемещением. Но тогда я должна сказать, да, вроде аркан говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда вперед. Но третьим арканом выпал аркан юстиция. И есть все же и те вопросы, которые вы должны словно завершить в феврале. Чего это может касаться? Для кого-то побудительным мотивом может как раз проиграться та ситуация, как могут происходить события непреодолимой силы, или назовите это катаклизм, который как раз и по башне освобождает, расчищает какое-то пространство для новых возможностей. По сути дела, это какие-то сюрпризы и неожиданные события, которые ведут к переменам или вас заставляют принять какое-то важное решение. Но, понятно, мы собой не рискуем в плане закона, поэтому нужно поступать, как я уже говорила, по закону. Все, что согласовано, оно допустимо. Но и вы все-таки получите какой-то итог. Вы знаете, будет у вас в феврале какое-то событие очень знаменательное. Эта карта я называю праздник после победы, 4 огня. Здесь как реализация вашей мечты. И вот эта мечта, вы первое, что она вам даст, или реализация, то, что у вас получится осуществить, приходит уверенность, уходят какие-то сомнения, страхи. Вы сами в себе будете, как меньше сомневаться. Еще эта карта в целом радости, уверенности, знаете, как якоря какого-то, надежности, гармонии, праздника и исцеления. Буквально так. Давайте спросим, что же еще? Абсолютный успех. Вот эта карта так называется, или истинный успех в этой колоде. Вообще это принадлежит к 20-му старшему аркану. И где-то нам ведь тоже говорят, прошлая ситуация закончилась. Вы мало того, что будете чем-то довольны или рады, вы будете собой гордиться, что вы какой-то вопрос действительно сумели решить. Или вы сумели организовать себя на что-то. И что тогда? Но по аркану 20-му это вот как где-то символично аркану колесница. Не оглядывайся назад, тебе только вперед. И правда, 4 земли может означать вот тот базис, баланс, опять же 4, да, уверенность в себе, уверенность в собственных силах. И по этой карте проходит надежность и собственность. Вот эти качества надежности и, может быть, в каком-то контексте решения вопросов по части вашей собственности или денег, они тут тоже будут для вас складываться как-то с большим плюсом. Много, не одно, это точно будет важное событие, возможно, как раз 3. Когда вы для себя новую совершенно концепцию рассмотрите, вам самим не захочется оглядываться назад. Приходят не просто те возможности, которые вот нам, как на блюде, предлагают, а вы что-то сделали очень правильно и хорошо. Да, тут именно ваше желание, король воды, и где-то это символ вашей энергетики. Да, это проходят близкие люди, для кого-то из вас эта карта будет говорить, поддерживают ваши близкие, ваша семья. Вы сами себе, мало того, что какие-то вехи важные у вас совершаются именно в феврале. Может быть, вы важный документ получаете, кто-то получит должность, кто-то сумеет как раз, может быть, как стартовый какой-то документ оформить, такое тоже могу предположить, или завершает учебу где-то, например, да, и тоже документ получает, свидетельство, или какой-то диплом. И это тоже очень важно. Теперь вы именно переходите к абсолютному какому-то истинному успеху. Новые возможности открываются. И есть, опять же, те люди, которые вас готовы в дальнейшем сопровождать. Но и вы-то тоже где-то будете в энергиях гармоничного сотрудничества, потому что есть ваши планы, и вы не хотите, чтобы что-то им помешало. Все 3 карты, я могу сказать,
как 3 каких-то добрых события, для большинства, по крайней мере, я так вижу, из вас, которые могут, конечно, поставить перед выбором, но этот выбор, он тоже очень значим для вас. Давайте откроем неожиданности. Оставь прошлое в прошлом. Это 13-й старший аркан. Для кого-то он будет означать о том, что вы можете для себя какое-то очень важное решение принять, которое будет граничить действительно или разграничивать, точнее, вашу жизнь, разделять невидимой демаркационной линию между прошлым и будущим. Это завершение в каком-то вопросе, в каком-то деле, но это и возрождение, опять же, да. Почему? Потому что, обратите внимание, у нашего ангела птица Феникс на руке. Мы знаем, что птица Феникс возрождается из пепла, и поэтому какой-то сложный период жизни у вас закончился. Вы это просто прочувствуете, мои дорогие, или, получив какой-то документ, это будет как документальное подтверждение. Завершение, трансформация, свобода. Вот что вам хочет передать этот аркан. И это у вас в неожиданностях. Что вы будете организовывать? Трансформировать. Еще один старший аркан. Удивительно, 5 старших арканов. А вы знаете, вот какая-то пауза у вас была длительная. Может быть, вы что-то изучали или проделывали необходимые шаги, чтобы добиться желаемого. У каждого тут по-своему. И здесь вот эта пауза, она у вас заканчивается. По крайней мере, вы могли, как и учиться, я сказала, или вновь возвращаюсь к карте колесница, как переехать или поменять работу. У кого-то так колесница может означать. И какой-то период жизни у вас не получалось это осуществить, потому что разные были причины. И здесь, скорее всего, вот эта пауза или ожидание, или напряженный труд, вот это заканчивается, и перед вами открываются перспективы. Нет никаких ограничений, но совершенно новая реальность у вас складывается за февраль, и именно к ней вы будете себя как и адаптировать, а в последующем организовывать свою жизнь. Но где-то карта дает совет: посмотри с другого ракурса. Прими альтернативный вариант развития событий. Или не говори никогда, потому что и невозможное возможно. Сам ангел себя перевернул специально, чтобы рассмотреть что-то, чем он раньше не занимался, или то, что он раньше мог не видеть. Вот что-то подобное у вас может проиграться в феврале. Давайте мы откроем еще одну карту. Вообще фантастика. И эта позиция, какие двери, какие возможности перед вами откроются. У вас выпадает фортуна, колесо фортуны. Здесь конкретно фортуна в этой колоде карт, и нам представлены маленькие ангелочки, их 10 практически. И по этой карте, смотрите, у вас какая-то ситуация будет ускоряться. У вас может быть решиться не один действительно вопрос, 2-3 вопроса. И вам нельзя терять ни минуты. Вы что-то не сможете отложить в феврале на потом. Вам придется действовать в моменте здесь и сейчас. Включить по максимуму свое критическое мышление, быть очень внимательному и где-то адаптивному и организованному, мои дорогие рыбы и рыбки. Потому что не упустить как минимум 2, 3, а то и 4 момента, может быть и 5, возможно, все 6 карт говорят о том, что происходит одна какая-то ситуация, и словно ты оказываешься перед выбором. Ты подводишь снова какой-то итог в этом выборе, получаешь, может быть, документ, и для тебя это как какое-то возрождение и освобождение. Дальше какая-то пауза тоже. События продолжают развиваться, завершается какая-то пауза. И следом за этой паузой какой-то, или точкой, будем говорить, когда вы подытоживаете что-то, у вас снова вас закрутит вихрь каких-то возможностей, колесо фортуны. Вы опять не можете это отложить на потом. Держите руку на пульсе, потому что какие двери возможности откроются? Да самые разные. У кого-то это через личную жизнь все-таки выпадает вам аркан 6, влюбленный, и в этой колоде карт влюбленный, личная история конкретная и проигрывается. А для кого-то это будет сфера ваших достижений. Чему нужно уделить внимание? Давайте откроем.
Это не старший аркан, но тем не менее это карта сильного человека и сильной позиции. По королеве жезлов или королеве огня это ум проходит конкретно. И когда мы можем правильно работать с информацией, когда нас жизнь, может быть, не раз ставила где-то на колени, или когда у нас какое-то дело пробуксовывало, может быть, мы терпели многократно какое-то фиаско, и вот эти все минусы прошлой жизни нас сделали сильнее. И вот теперь время подводить итоги и пользоваться тем, чему мы научились за предыдущий период. Нужно сказать, что королева жезлов не многословна. Она всегда имеет свой какой-то план, задумка или мечта, когда будет, как, знаете, первый звоночек или первый вестник о том, что вы вполне можете осуществить свое намерение, желание или цель. Но вы об этом никому не расскажете. И вам не нужно об этом рассказывать. Кстати, вы можете столкнуться даже с человеком, который рожден под знаком зодиака, стихии огня. Может быть, Овен, Лев, Стрелец или имеет там асцендент. И он вам тоже о своих планах где-то не расскажет. Вот и вы храните молчание, потому что нужно как бы учесть, да, или чему нужно уделить внимание. Молчание – золото для вас, правда. Но вас будет отличать, что вы правильно умеете работать с информацией. Значит, если вы столкнетесь с какой-то фальшивой информацией, вы ее перепроверите и сумеете правду от лжи отличить. Или, может быть, это будет через предложение вам приходить. И тогда тоже, говорит карта, перепроверяй, доверяй, но перепроверяй. Вы внутри себя, вас самих вы определяетесь. Но сказать, что вы об этом заявляете миру, то это не время. Давайте посмотрим, от чего вы откажетесь или что вам придется трансформировать. А ведь правда у кого-то проигрывается переезд, у кого-то релокация офиса. По этой карте это конкретно нам говорят, переверни страницу своей жизни. Это карта надежды, но это еще и карта мужества, когда есть тот путь, который вы должны проделать в одиночку. Поэтому и мужество требуется. От прежнего берега человек на лодке отплыл, а к дальнейшему или к следующему, куда он направил свою лодку, он еще не достиг. И он не знает, какие трудности ему еще предстоят на последующем пути. Но у него хватает мужества идти вперед. Это карта заслуженного успеха. Поэтому, правда, тут какая-то у вас будет, как и победа, может быть, и не одна. Потом ваш какой-то важный выбор в любой сфере жизни, повторяюсь, старшие арканы, и практически как какое-то возрождение, за которым следует сразу же, как фортуна перед вами открывает новые возможности. Но вам этим воспользоваться нужно очень аккуратно и надеяться нужно на самого себя. Давайте откроем карту совет. Учиться. Вообще замечательная карта. Посмотрите, какая солнечная. Мне она очень нравится. Туз земли, как туз пентаклей. Это то зернышко, которое мы садим в землю. В последующем мы получим денежное дерево, новые возможности в заработках, новые возможности в плане изучения. И это не есть как просто любопытство, а конкретная какая-то практика за этим последует. И правда, здесь так и прописано процветание, дорога как к процветанию. Нам не случайно мальчик изображен с книжкой под мышкой. То есть учиться придется, адаптировать себя к новым условиям, к новым вариантам сотрудничества или к каким-то новым возможностям, может быть, к изменению мира или той обстановки, в которой вы находитесь. Но это, опять же, ваши ресурсы конкретно прописано, и это возможности. И это будет продолжаться не только на февраль. Приготовься учиться, учиться долго. Может быть, учиться, кто-то будет изучать профессию, а иногда это может свидетельствовать о том, что вся наша жизнь где-то учеба. И для того, чтобы быть успешным, узнавать постоянно что-то новое, держать руку на пульсе, интересоваться какими-то новыми технологиями, ведь это карта совет. И как раз для кого-то из вас через новые технологии к вам может прийти вот этот заслуженный успех. Или работа в интернет. Я очень часто говорю о том, что шестерка воздуха как раз интернет, потому что пространство нам показано. И мечи-то тоже, или воздух, это все как эфир, интернет, новые технологии. Это то, что пока не осязаемо. Но я так думаю, что как раз в ближайшие годы мы много интересного услышим в
плане, что такое мысль, насколько она материальна, что это за субстанция, потому что много гипотез, но я так думаю, будут подведены не просто гипотезы, но и будут какие-то конкретные факты. И поэтому вам действительно нужно идти в ногу со временем. Меняется мир, и карта вам советует, меняйся и ты. И тем не менее, дайте я достану еще одну карту. Чему стоит уделить внимание? Вот мне хочется открыть еще дополнительную позицию. Терпение. Вот смотрите, полярная энергия, опять же, старший аркан. Красивая очень карта. Видимо, для вас совершенно необходимо в каких-то вопросах проявить терпение. Терпение в изучении. Что-то у вас будет решено быстро. Но мы уже сказали, что это не само по себе, как манна с неба, быстро возможность к вам пришла, а есть какой-то вами проделанный путь. И вот эта перезагрузка. Будут и быстрые события, или какой-то разворот они могут принимать в течение февраля месяца. Но вот уже вот этот новый проект, или то, что вы себе задумаете, вот тут надо будет подойти более терпеливо. Карта нам еще и говорит, ангел присматривает за вами. Перекладывайте на себя фантастический расклад, мои дорогие рыбы и рыбки, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.